Друзья, всем привет! Наконец-то китайские разработчики повыходили со своих праздников, ну и постепенно начинаются рассылки новых обновлений HyperOS 3 Global. В сегодняшнем видеоролике мы рассмотрим очередное обновление HyperOS 3 на примере флагманского устройства. Так что присаживайтесь поудобнее, и мы с вами начинаем. Как вы понимаете, ранее на канале уже были обзоры HyperOS 3 Global на примере флагманских аппаратов, и тогда вы мне писали, что вот, как бы на этих аппаратах все замечательно, эти смартфоны работают прекрасно. Я вам показал, что же там на примере бюджеток, и вот опять мы с вами вновь возвращаемся к флагманам. Это Xiaomi 17 и новая прошивка 3.0.9.0. Кто-то сейчас может мне в комментариях сказать, что у него уже нумерация там куда-то ушла в стратосферу, грубо говоря, но опять же не в самих цифрах счастья. А ведь смысл тут будет у нас в том, что какая версия патча безопасности Android и какие фишки вообще в принципе в себе несет обновление. Казалось бы, Xiaomi 17 устройство, которое вышло относительно недавно, и оно должно летать, и вообще в принципе никаких проблем у него не должно быть. Но вот знаете, было очень прикольно, когда я его запустил, еще прошивка там была 3.0.5.0, если мне не изменяет память, и получается она очень сильно лагала. И когда я зашел в обновление системы, я увидел, что пришла новая прошивка. И меня, конечно, это очень обрадовало. На что в целом стоит обращать свое внимание в новых обновлениях и что нового будет добавляться. Во-первых, хотел бы вам напомнить о том, что у нас появляется приложение сообщения. Ну а если вы чуть-чуть пошаманите там с помощью компьютера или же приложение Adobe App Control для смартфона, то получите вместо Google контактов и звонилки соответствующие приложения MIUI, которые все знают и которые в принципе были каноничными. Вся эта тема работает безо всяких, назовем это так, нареканий, и как по мне, этим куда приятнее пользоваться, нежели, допустим, теми же Google сервисами. Кому-то, к примеру, будет удобно с помощью компа это все активировать, кому-то, наоборот, будет удобно с помощью смартфона это активировать. Но вообще, в целом, то, что компания Xiaomi решила вспомнить о том, что у них есть еще и их фирменные сервисы, это, конечно, очень замечательно. По таким моментам мы с вами прошлись, теперь следуем дальше. Что еще лично я ожидал в этом обновлении? Ну, как минимум, появление тут кучи разных фишек, ведь потому что это Xiaomi 17 все-таки. Это флагманское устройство, на которое компания, как вы понимаете, возлагает большие надежды, и в принципе на этом устройстве делается большой акцент. И если да, кстати, вы пропустили распаковку, рекомендую вам с ней ознакомиться. Но опять же, чуть-чуть я походил по всем этим разделам, поскроллил, посмотрел, что же все-таки отличает этот аппарат от других смартфонов, которые существуют на сегодняшний день в модельном ряде у бренда Xiaomi, и я нашел такую опцию, как адаптивная частота обновления Pro. Хотя, по правде говоря, я так понимал, что когда мы ее активируем, шим должен пропадать, а когда деактивируем, то наоборот он должен у нас проявляться. Опять же, в зависимости, видимо, от камеры, от линзы, от матрицы, моя камера наоборот улавливала мерцание при активированной этой опции. Опять же, можно тут много всяких отговорок или причин находить, но опять же, данная опция у нас есть по умолчанию, и это очень хорошо. По частоте обновления я также думал, что возможно завезут какие-то новшества, но, к сожалению, все осталось по-старому, и тут вас удивить нечем. По всем другим разделам, о которых еще можно было бы поговорить, это, конечно, рабочий стол. И, казалось бы, смартфон Xiaomi 17, все должно быть у него новое. И вы, наверное, понимаете, к чему я клоню. Это, конечно же, расположение объектов в недавних. И тут, как вы можете заметить сейчас, остаются все так же два стиля. Но компания Xiaomi выпускает новое крупное обновление 3.0.300.0, в котором как раз третий стиль будет по умолчанию. И так же, как всякие там инсайдеры говорят, что уже в скором времени и для глобальной прошивки также станет доступно это обновление. И вот вы также можете задаться вопросом, вот рабочий стол, оптимизация, быстродействие, вообще в принципе, как у этого аппарата. Да, Xiaomi 17, там топовый процессор, все замечательно. Но все же есть некоторые моменты, когда вы открываете какую-то приложуху, и она у вас может чуть-чуть подлагнуть между приложениями. В принципе, переход бывает не всегда плавный, и есть куда и что в принципе разработчикам исправлять, потому что это также немаловажно.
Далее, что еще хотел бы отметить, это раздел батарея. Тут также я думал, что возможно завезут что-то новое. Хотя поначалу я так полазил по разделам, там в ту же защиту батареи зашел, ничего интересного не было. Дополнительные функции открыл, тоже не было ничего интересного. Но когда я начал первый раз заряжать свое устройство, я заметил один такой интересный момент, что у меня при включенной умной зарядке, которая всегда заряжает там до сотни, у меня это устройство зарядилось до 98%, и дальше оно никуда не хотело идти. У меня на руках есть два зарядных блока на 90 Вт и на 100 Вт соответственно. И я же подумал, а дай-ка я их попереключаю, в принципе вообще посмотрим, что же из этого может выйти. Что вы думаете? Опять же ничего не поменялось. И как только я там замечал, что при подключении быстрой зарядки процентики там были 98,62, и они доходили там 98,75, и экран соответственно тух, я отключал зарядку, еще раз ее подкидывал, и у меня отсчет также начинался с 98,62. Ну а потом я решил зайти в параметры зарядки, ведь возможно там есть что-то такое интересное, что не дает устройству заряжаться. И тут есть такой подразделчик, как смарт-зарядка. Получается, оно влияет там на скорость заряда батареи от окружающей температуры, от нагрева батареи, ну и тому подобное. Я попытался поиграться с этим подразделом, его включал, выключал, перезапускал устройство, и в какой-то момент у меня даже зарядка дошла до 99. Не скажу, что это прям очень катастрофично, что это прям очень, как-то знаете, можно к браку относить, но немного неприятно, что есть такой косяк. Опять же, возможно, это чисто софтовая история, ведь когда-то я помню, были такие времена, когда еще я занимался с помощью Redmi 4X, именно канал развивал, то там была проблема аналогичная. Устройство не заряжалось больше, чем на 98%. Да, это некий такой, знаете, у меня флешбэк в прошлое, но что есть, то есть. Также хотел бы еще остановиться отдельно по стоковым приложениям. В комментариях мне писали, что, допустим, камера должна была быть у нас в версии 6.4, но я вам хочу сказать, что нет. Тут камера 6.3. Она в себе не несет больших каких-то нововведений, каких-то скрытых подразделов и прочего. Опять же, все упирается в софт под камеру. То есть, хоть вы сюда поставите самые навороченные линзы, которые только могут быть для мобильного устройства, без нужной адаптации софта под это все добро у вас нужного результата не будет. Потому тут как бы версия 6.3, ничего сверх в ней такого нет. Кто-то правильно отметил, что в этой версии ширик стал 0.7, хотя в предыдущей версии Xiaomi 15 ширик был 0.6. Но там куда более он как-то, знаете, приятно что ли снимал. Тут же как бы они решили пойти немного иначе. По функционалу камеры также ничего нового не могу отметить. Опять же, стоит дожидаться чего-то сверхвау, ну или же той же самой HyperOS 4, ну или же какой она там будет. Теперь давайте подведем итог. Новые обновления, как вы понимаете, не будут пока что в себе нести чего-то большого, чего-то крутого и чего-то прорывного. Стоит ожидать лишь только вот следующее крупное обновление 3.0.300.0, в которых и штабелирование по умолчанию будет, и улучшенная там анимация островка, больше приложений станет адаптировано под этот самый островок, и там плюс всякие там фиксы и прочие оптимизации будут внесены разработчиками. Так что на сегодняшний момент обновление HyperOS носит лишь только формально-фиксовый характер. Формальный почему? Потому что нужно обновы выпускать и делать видимость всего этого дела. Ну а фиксовые как бы то они исправляют известные проблемы, о которых им пользователи сообщают. Ну а если о чем-то забыл упомянуть или остались какие-то вопросы, смело пишите об этом в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.